Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй расклад. Чего ждать? События до конца 2025 года. Итак, давайте с вами узнаем. И понятно, что у каждого из нас свои планы. И некоторые в процессе решения или разработки, но и за время предыдущих месяцев 2025 года мы тут многое могли пересмотреть. На нас влияли планетарные транзиты. Некоторые тайны могли открыться, или мы сами словно глаза открыли, и такое тоже допускаю. И все это нас заставило либо что-то решить, либо самим на что-то решиться. И мы на последующие месяцы ведь тоже можем стоять как перед каким-то фактом или выбором, мои дорогие. Много эмоций ожидается. И как и приятных, радостных, ну, наверное, и не очень, потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. Но есть и те вопросы, которые потребуют нашего как и внимания, так и участия, с чем-то определиться. И основные два транзита, почему я делаю этот расклад именно с июня, потому что в июне у нас планета Юпитер, ваша планета-управитель, переходит в знак зодиака Рак. И это, знаете, как Юпитер раскрывает свои добрые стороны по максимуму, находясь в Раке. И для каждого знака зодиака это более гармоничное время. Это время возможностей. Для вас особенно. Может быть, по части личной жизни, кстати, потому что это больше то благополучие, когда мы чувствуем себя счастливыми. Поэтому не упустите такую планетарную, по крайней мере, возможность какие-то вопросы ваши решить, пересмотреть. И самое главное, наверное, согласиться с чем-то. Я не имею в виду говорить кому-то «да», хотя я допускаю. Имеется в виду получить какое-то согласие, как и по вопросам деловым, потому что проще будут процессы коммуникации решаться. Или когда вас может человек услышать, пусть это даже к чиновнику относится. Ведь не секрет, иногда люди к нам предвзято как-то относятся, и это вот нам мешает. То вот за время нахождения Юпитера в Раке мы тут много что можем согласовать. Ну и понятно, по части личной жизни. Но не все так однозначно, потому что это июнь, и это на год у нас будет продолжаться такие добрые энергии, но мы смотрим до конца, по крайней мере, 2025 года. Почему я часто говорила, что 2025 год, помните, что это год адаптации и организации жизни по-новому. Но вот если адаптация, то, может быть, организовывать как-то конкретно мы будем уже и в 2026 году. И, кстати, вот как раз планетарный транзит с июля месяца и по ноябрь. Это планета Уран, который на данный период времени, когда я делаю расклад, находится в знаке зодиака Телец, перейдет в Близнецы. И Уран – это планета инноваций, это революционных решений. И тут по части, поскольку Близнецы – информационные технологии, вообще разные технологии или даже финансовые системы, структуры могут пересматриваться или системы взаиморасчетов. Ну, сам по себе, точнее, период может свидетельствовать о том, что все человечество переходит на какой-то новый цифровой уровень. И это будет связано на последующие 7 лет, когда окончательно Уран обоснуется в знаке зодиака Близнецы с апреля 26 по 33 год. Но с июля по ноябрь, мои дорогие. Из Тельца на время перейдет Уран в Близнецы, и для нас это может быть пролог тех событий, которые с 26 по 33 год будут происходить, или основные темы жизни. Поэтому будьте внимательны к этому периоду, как какая-то перезагрузка может вполне состояться. Давайте с вами узнаем, чего же ждать, что случится, как основная карта или основные энергии тех вопросов, с которыми, точнее, вы можете столкнуться, что вы тут будете для себя определять. И рядом мы положим июнь и добрая энергия. Давайте продолжим. Чего же ждать от июля? Что случится или произойдет в августе? Чего ждать от сентября? Далее. Энергии октября, месяц ноябрь, декабрь, конец года. Перемешаю колоду и продолжим. Что вас удивит? Первая карта и первый вопрос. Где-то с позиции неожиданного, то, что, к чему вы не готовы, именно удивление. Но удивление имеется в виду приятности какие-то. Кто или что появится неожиданно в вашей жизни, на вашем пороге.
И к чему же это все идет? Мы попробуем связать вот эти три карты, но по части каких-то неожиданных моментов или с чем вы можете столкнуться. Может, это и реальность такая. Что исполнится? Какая тайна откроется? И если мы спросили, чего ждать, какое продолжение следует? Итак, чего же ждать? Вот буквально на начало, ну тут на правда, на начало второго полугодия, где-то прелюдия, и июнь, все то, что я говорила, как раз королева кубков или воды, это карта любящего человека, это карта эмпатии, это карта искренних чувств или построения личной жизни, мои дорогие. Выйти из одиночества, правда. Есть тот человек, который, или он может быть, если вы сейчас пока еще один или одна, который как раз вам не просто симпатизирует, а знаете, вот болеет за вас всей душой. Поэтому вот такие добрые энергии, я уже говорила, вам следует использовать. Это карта еще и альтруизма. Конечно, это вы сами, к вам могут обращаться, к примеру, ваши домашние, родственники, ваши дети, какие-то контакты вот с вашими близкими могут быть или с вашими людьми. Это человек чувствительный именно. Это человек неравнодушный, понимаете? Ну, может быть, и есть такие знакомства, конкретно, если мы говорим про персональную карту, это часто олицетворение, знак зодиака, стихии воды, ну, может быть, и асцендент, или вообще по Луне, это у нас знаки зодиака, рак, рыба, скорпион. Может быть, и есть такие люди в вашей судьбе, или, опять же, это больше дела дома, дела семьи, вашей личной жизни требуют вашего пристального внимания и участия. Вы должны быть счастливы, помните? Июнь. Вот шикарно, правда? Посмотрите, что можно. Вот только мечтать только можно, да? С одной стороны, энергии эмпатии, доброты, искренности, чувствительности, не без этого. Такие более спокойные. Энергия, я бы сказала, какая-то нега. Хочется таких энергий. А рядом карта силы. Это, кстати, карта женской силы. И, мои дорогие девочки, как две карты, которые будут говорить о том, что вторая половина года – это время ваших возможностей. Ну, наверное, как в квадрате. Мои дорогие мужчины, есть важная женщина в вашей жизни, или вы можете встретить таковую. И здесь может карта сила говорить о том, что да, держать баланс нужно, потому что лев – прообраз нашего эго. И тут он подчиняется прекрасной деве, потому что не чувствует агрессии. И вот это дипломатия с позиции того, что никто не чувствует агрессии или вашего напора. Да, где-то есть такие энергии, когда мы можем манипулировать. Могут и люди тоже где-то, смотря что мы называем манипуляцией. Хотя тут прописано мужество, мужество идти вперед. Но это не то мужество, когда мы напролом. Нет, это когда мы через договоренности, через мягкие энергии. Когда умеем согласовать разного рода вопросы, и тогда даже то, в чем был стопор полный, да, или остановка, мы здесь найдем 1000 вариантов, поэтому ваша сила в данном случае для всех, просто понятно, что это как женская сила, но энергия как у мага, но и для мужчин эта карта будет говорить о том, что вам дипломатия помогает, может быть и какой-то компромисс почетный, но нет предела, как и совершенству, так и возможностям, если мы рассматриваем не те методы, которыми пользовались прежде, а когда, знаете, может быть, даже со стороны какого-то человека. Я для примера. Кто-то сознательно идет на конфликт, а вы вот раз и ушли из него. И все. И рассыпались все планы у человека, как карточный домик. Буквально дипломатия – это ваше все. На всю половину, вторую половину 2025 года. Доброй энергии июня. Это верно. На июль. Посмотрите, тут могут быть пересмотрены вами отношения. И может быть по части какой-то ностальгии. Прояснены вопросы по части, опять же, личной жизни. Да, эта карта говорит о ностальгии, что мы можем где-то и замечтаться. Мечтать не нужно. Если вы имеете такого человека, по какой-то причине у вас, ну, оборвалась связь, оборвались контакты, а вот он у вас из мыслей не выходит. Не надо додумывать, надо попробовать возобновить эти отношения. По крайней мере, вы будете наверняка знать, продолжение следует или нет. Вот именно чего же ждать. Здесь через диалоговую форму вы можете для себя прояснить как и личную жизнь,
так и какую-то прежнюю, я бы сказала, ситуацию, которая тоже, может быть, стала на паузу. Карта говорит, ты уже проделал какую-то работу, но, может быть, не сошлись характерами, или у кого-то можно переложить конфликт с руководством, почему нет? Но тогда вам опять же дипломатия помогает. И, может быть, первый шаг по отношению к дипломатическим методам, если вы сделаете, то потом откроете для себя как, ну, знаете, новый простор для воплощения вашей мечты. Вы поймете, что многие вопросы можно решить гораздо проще, если нет конфронтации или недопонимания. Поэтому тут нужно сохранять все то, чего вы достигли до этого времени. И эта карта будет говорить о том, что есть какие-то воспоминания, которые, я такого не исключаю, могут накрывать и в июле. Но все то, что я сказала в самом начале этой карты, не нужно додумывать. Здесь нужно даже какую-то мысль вашу перенести именно на более высокий уровень. Иными словами, поднять на диалоговую форму, проговорить, а не оставаться в собственных мыслях. Вот, видимо, для вас это совершенно необходимо. Может быть, разобраться, что будете продолжать, а что вы уже продолжать не хотите. И даже, кстати, если вы с кем-то расстаетесь, то это дело тоже вот в таких мягких энергиях, чтобы не было каких-то обид. Давайте посмотрим, что же там на август. Прекрасная карта, кстати, силы и великой мощи, так она и прописана в колоде герметического Таро. Но эта карта еще будет также свидетельствовать о том, пусть другая колода, но мы берем разные значения. И это ты сделал все, что мог. И человек, который выходит из импровизированного забора из жезлов, который он сам же и построил. Эта карта говорит о том, что мы себя где-то с одной стороны сохраняем, но и мы не обособляемся, не уходим в отшельника. Вот, кстати, уже не первая карта говорит, и, может быть, для тех, кто один или одна, это время, когда пора действовать, а не ждать с моря погоды или ждать, когда меня найдут, увидят, заметят. О себе, может быть, заявить, сделать первый шаг навстречу судьбе. Но шаг достаточно осторожный, потому что девушка у нас выходит из этого забора через такую узенькую лазейку, но вооружилась жезлом. Тут нужно с чем-то конкретно для себя самого или самой разобраться, что же вы действительно хотите продолжать. Какого качества жизни вы хотите? Но из отшельничества, я так вижу, пора выходить. Или из какой-то конфронтации. И добрые энергии, посмотрите, ведь все энергии добрые. И, кстати, не в каждой колоде, точнее, не в каждой карте этой колоды изображены либо крылья, либо ангел. И вот где нет ни того, ни другого, это многое зависит от вас самих. Вот если рассматриваем королеву воды, а здесь нам словно ангел стоит за вашей спиной, за вами наблюдает и желает вам добра. В принципе, доброй энергии. Но на что потратить силу? С чем согласиться? От чего отказаться? Какая-то перезагрузка может быть в августе. Сентябрь, чего же ждать? Помощи высших сил. Но высшие силы нам помогают, когда мы сами не бездействуем, прямо скажем. Потому что это шестерка. А 6 по нумерологии – это вершина нашей деятельности, активности. То есть это все то, что ведь у вас 2 шестерки. И это своеобразный прообраз победы. Поэтому у кого-то победа по личной жизни. Может быть, победа над собственным одиночеством. Или когда была ссора, друг друга, ну, может быть, не поняли, а потом обиделись. Вот есть такое выражение «дуться, как мышь на крупу». Старое выражение. И вот так же в отношениях и бывает. Знаете, как-то именно не прочувствовали какой-то тонкий нюанс и обиделись, и поссорились. Или наговорили еще кучу лишнего друг другу. А вот посмотрите, вами руководят добрые энергии, мои дорогие стрельцы, и пытаются вашу жизнь более сделать понятной, более доброй, более светлой и одновременно более денежной. Все-таки шестерка пентаклей. И карта нам будет говорить, основная тема, да, чего ждать, если мы про сентябрь. Это решение финансовых вопросов, вопросов с имуществом, как и, может быть, это по части у кого-то будет переезда или решение с вашим домом каких-то тем.
Это еще и карта будет свидетельствовать о том, что есть тот человек, который вам может прийти на помощь. Безусловно, эта карта будет говорить, может быть, и о благотворительности, но больше она работает, когда мы в какой-то сложной ситуации, а к нам находится либо человек, который добрым, дельным советом, именно не пустым, нам помогает решить тот или иной вопрос или осуществляет какую-то поддержку, может быть, и физическую, я такое тоже могу допустить, но и буквально, может быть, деньгами помогает. Или вы сами, у вас добрые энергии, как раз для себя что-то прояснить или выйти словно на другой уровень, потому что за шестеркой всегда следует 7, некоторая пауза, когда вот эти победы вам нужно будет сохранять. Вот и к этому будьте готовы. Но вообще эта карта очень добрая, как и возможностей, так и финансового благополучия, финансового успеха. Чего же ждать? Октябрь, кавалье, извините, вижу, написано по-итальянски. Рыцарь кубков, мои дорогие. Рыцарь, тот, который приносит нам приятное настроение, радостные эмоции, который признается в любви. Может быть, продолжение следует по части какой-то личной истории. Но нам говорят, например, если это новый знакомый, не беги впереди паровоза. Учись радоваться моменту. Поэтому каких-то приятных моментов в октябре месяце для вас будет значительно больше. Это карта романтики, это, знаете, приятных эмоций карта. Но она в отношении, по крайней мере, новых людей не советует ставить все, знаете, как у нас бывает такое желание расставить все по местам, все точки над «и» и понимать, куда идут наши отношения. Вот эта карта не советует прямо именно в этот месяц пытаться, знаете, как место какое-то застолбить. Может быть и так. А вот именно вдохновиться чем-то прекрасно. Если есть новые люди в нашей жизни, ну, значит, для чего-то они пришли. Или окружить себя такими людьми, которые вас, ну, и как и вдохновляют, так и побуждают, может быть, исследовать мир. Или открывают для себя какие-то новые горизонты и возможности. Но это все где-то по части вдохновения. Ну, а по личной жизни, ну, действительно, не рвать какие-то отношения, не пытаться выяснять, а просто радоваться тому моменту, что сейчас есть такой человек. И это тоже нашу как-то раскрашивает в жизнь нашу в разные цвета и краски. Добрая очень карта хорошего настроения. И это чего ждать? В октябре, ноябрь приходят и новые возможности. Вот тут уже конкретика. Туз жезлов. Это может быть информация, какое-то сообщение. Конечно, допускаю, в наш век технологий это и мессенджер, СМС или какой-то важный разговор. Хотя я допускаю, что это ваш внутренний инсайт. Когда мы с чем-то уже определились, и теперь мы знаем, как мы будем действовать. Потому что здесь как раз возможность проходит, но и вместе с этой возможностью нам пора действовать, понимаете? Поэтому может быть какая-то перезагрузка или какая-то возможность. Да, это у нас сентябрь, октябрь. Хорошее настроение, радостные эмоции, но пора переходить к действиям вашим, или вам самим придется с чем-то определяться. Хотя я здесь не говорю именно про личную жизнь. По жезлам это, скорее всего, ваша деятельность, ваши достижения, построение карьеры или бизнес, или, может быть, вопросы, связанные с документами, жезлы, дела, работа, бизнес, или это учеба, может быть, единица все-таки как туз, да, нам говорят. И не упустите какую-то возможность, мои дорогие, как будто пора действовать. И сам ангел благословляет вас на как изучение чего-то нового, или для себя самого, или самой открывать новые перспективы. Вообще какой-то драйв может быть, да. Очень много положительных энергий. Посмотрите, какие у вас карты. Давайте посмотрим, что там на декабрь. Ну, дайте себе отдых, наверное, пауза, да. Хотя, вообще, я должна сказать, Ресвелье. Это карта пробуждения. Хоть мы и называем этот аркан повешенный, но тут не про повешенную ситуацию. Но для вас, я так понимаю, какой-то отдых может быть и перезагрузка с учетом предыдущей карты. И, может быть, вот эта пауза, она не должна быть слишком затянута. Может быть и так. Но декабрь месяц. Куда-то не торопитесь. Обратите внимание, словно сам завис ангел, нам показано.
и песочные часы перевернуты. Вы можете где-то чувствовать, кстати. Здесь вы можете набрать обороты или прочувствовать такие, знаете, энергии желания, ускорения. А потом в декабре может наступить некоторая пауза. Тогда примите ее спокойно, мудро, я бы сказала. Потому что вот эта ситуация без времени, или когда что-то вы не ускорите, ну, будем откровенны, декабрь совсем не тот месяц, когда мы что-то форсируем. Чаще всего в силу многочисленных праздников не работают какие-то институты, какие-то учреждения, или, ну, бывают пересмотры режимов. Поэтому не гоните себя, не гоните лошадей, а это время вам дается для того, чтобы взять правильный ракурс. Или, может быть, что-то проанализировать. Давайте пойдем дальше. Что же вас удивит? Новое направление, сдача жизненного экзамена, завершение, может быть, и одиночество. Тот, кто захочет, для себя может разработать новую стратегию, тактику, как вообще поменять свое окружение. Тут нужно оттолкнуться от того, точнее, чтобы быть мужественным, признать, что, ну да, от моего ожидания ничего не меняется. Мужество не обязательно нам имеется в виду, да, какой-то путь пройти. Хотя где-то решиться, выйти из одиночества, это тоже своего рода подвиг. Потому что если предшествовала какая-то грустная история, очень грустная, и вы не можете ее повернуть вспять, то тогда следующая карта шестерка воды будет говорить: ты себя перестрой на что-то другое. Нет смысла вот ностальгировать, если ты знаешь, что человек не придет или какая-то история не повторится. Тогда твоя задача вот выходить как раз из этой зоны ограничений или из того забора, который вы себе где-то построили сами. Это карта талантов раскрытия. Что раскроется, если что вас удивит? Откроется ваш какой-то талант, возможность. Кто-то из вас может начать новый вид деятельности. Я об этом тоже говорила. По этой карте мы еще и ищем партнеров, потому что как взаимодействие проходит, и то, как планетарные транзиты, и первые карты, я об этом много тоже сказала. Мы тут можем что-то и передумать. Так вот, вас могут удивить, как и ваши собственные мысли, и ваши собственные решения, и ваша собственная решительность на что-то. Вот буквально так. И это вам открывает перспективы на будущее. Тройка – это всегда карта будущего. Но здесь через своеобразную сдачу экзамена, который мы проходим успешно. Мы его сдаем. Может быть и жизненный экзамен, а кто-то буквально получит сертификат, какой-то документ. И это вам на последующий период откроет возможности заработка. Вот буквально так. Вас удивят, раскрытие ваших талантов, раскрытие ваших возможностей. Буквально перезагрузка вашей жизни, мои дорогие. Кто или что появится неожиданно. Но вот, наверное, как только у вас хватает мужества выйти вот на эту тропу или начать менять свою жизнь, вам ангел выходит навстречу. Вот конкретно так. И восьмерка кубков – это когда мы оставляем все то, что не откликнулось на наши желания. Все то, что мы когда-то осуществляли, делали, а потом это не было оценено. Мы оставляем позади все то, что нам теперь не интересно. И, может быть, мы оставляем даже то, что нам и интересно, и хотелось бы продолжать. Но это от нас не зависит. И мы так вот рациональным умом понимаем: нет, в этом вопросе или в этом деле, или в этих отношениях прогресса не будет. Мы от чего-то уходим. Мы уходим из прошлого. И сразу ангел вас встречает, как будто в будущем. Вот эти высшие силы, которые вам буквально, мои дорогие, помогают, как и раскрыть новые таланты, так и быть счастливым. К чему же все идет? Давайте узнаем. Еще одна тройка. А посмотрите, у вас тут какой-то прыжок в будущее, мои дорогие стрельцы. Мне очень нравится эта карта, смотрите, 3 жезла. Это уже какая-то опора. И часто прорисован в этих картах человек, который не оглядывается назад. Он как бы спиной к карте повернут. А здесь нам просто художник изобразил с крыльями корабль. Один из символов Меркурия. Вот Меркурий, управитель близнецов. Наверное, на вас влияет сразу энергия. И это на самом деле так. Уран в близнецах перед вами будет раскрывать новые возможности. В каком плане? Тут, знаете, и самому себе не сказать: нет, этого не может быть никогда, а хотя бы задаться вопросом: а почему бы и нет? И попробовать себя в чем-то новом.
пробовать себя в новом деле, изучать что-то новое, идти в ногу со временем, изучать какие-то новые технологии. И ведь это исполнение желаний. Вот к чему все идет. Исполнение желаний, мои дорогие. А для кого-то осуществление переезда. Нового направления вашей деятельности. Или пусть ваша прежняя профессия, но вы с другого ракурса ее можете открыть и стать популярным буквально и так. Есть какой-то объективизм. Или когда мы видим, ну, словно до этого времени, словно находились в этом или за этим забором, обосабливались, может быть, от мира, от какой-то реальности, где-то себя берегли, потому что у кого-то были очень сложные эмоции, с которыми сложно совладать, какое-то чувство несогласия. Но теперь, видимо, постепенно мы через доброту, милосердие к собственной душе, мы понимаем, ну вот есть в нашей жизни, присутствуют те события, которые мы не можем изменить. И вот, видимо, в 2025 году, во второй половине, к чему все идет, вот эта перезагрузка, когда вы уже не оглядываетесь назад, а наоборот хотите сами, мои дорогие стрельцы, видеть эти возможности. И тогда словно и ангелы вам в этом помогают, высшие силы, будем говорить, и сами возможности спешат войти в вашу жизнь. Что же у вас исполнится? А ведь правда что-то исполнится. Посмотрите, туз кубков – это карта радости, приятных эмоций. Это карта реализации и одновременной интуиции. Слушайте подсказки собственного шестого чувства. Используйте во благо это доброе время. Это карта, ну, где-то и любви, взаимоотношений, добрых взаимоотношений в паре. Это, конечно, и радость своего рода, когда мы пробуем себя даже в каком-то новом деле, да, вот раскрываем свои таланты. Не случайно у нас ребенок показан, как новое начинание. И нас это и вдохновляет, и мы с удивлением смотрим на мир, что оказывается, и мир поменялся, и для нас теперь мы видим больше возможностей, нежели видели, может быть, 6-8 месяцев тому назад. Вы сами меняетесь, и жизнь играет новыми красками. Что исполнится? Какая-то либо мечта исполнится, либо желание, какая-то возможность, но это от приложенных ваших усилий, потому что я много уже поэтому сказала, это не есть задача, когда мы чего-то ждем. Может быть, поэтому нам в самом начале, вот на август, выпадает 9 жезлов. Вот эту силу нужно, вашу силу, к чему-то правильно приложить, чтобы быть счастливому. Какая тайна откроется? Вы знаете, все-таки для честности, искренности, правда, честным с собой надо быть, потому что иначе мы себе сами замыливаем глаза. Или на себя надеваем розовые очки, или наоборот, на глубину какой-то ненужной философии опускаемся. И 5 воздуха нам как раз и говорит о том, что мы должны тут что-то пересмотреть, переиграть, передумать. Нет смысла что-то продолжать, нет смысла упорствовать в каком-то конфликте. Как будто перевернутые на шахматной доске фигуры. И девушка наша так, вот она, сложив крест-накрест руки, она как будто закрылась, опять же, от мира, от какого-то общения, от конкретного, возможно, человека. Но на самом деле не все обстоит именно так. Какая-то ошибка была нами допущена. И, может быть, что исполнится, как только вы признаете, может быть, что неправильную тактику избрали, да, или сомневались, может быть, в каком-то человеке и зря. Иногда у нас так в жизни и бывает. Мы думаем, что, ну, на конкретную персону, что это какой-то негатив идет по отношению к нам. А когда мы сумеем проговорить, вот как я говорила, откровенные разговоры, бывает так, что с теми, кого считали своими недругами, мы понимаем просто друг друга лучше. Видим человека, пусть, может быть, он где-то и не сдержанный на язык, но он-то говорил искренне. Пусть говорил с напором, нам не хотелось это слышать. Но, опять же, он не ставил задачу нас обмануть или нами манипулировать. И вот часто такие отношения, когда они проговариваются, когда уходит какая-то обида, люди остаются еще и лучшими друзьями на долгий период времени. Вот есть как будто что-то, что вам нужно изменить, мои дорогие. И тогда у вас больше исполнения мечты, больше возможностей. Тогда, знаете, как будто вот карта сама. Я говорила, либо ангел изображен, либо крылья. Стул с крыльями и словно подсвечен волшебным светом.
Это как волшебный какой-то стул, на который присела девушка, и ей вот это знание, видение по-другому, либо каких-то процессов, либо каких-то взаимоотношений, когда она тут может что-то кардинально переделать, трансформировать. И карта говорит, не драматизируй какой-то вопрос. Если мы говорим, какая тайна откроется, вы думали, что что-то вы не можете решить, потому что какое-то дело застопорилось. А может быть, там какой-то пустяк. Это была ваша ошибка, что вы просто не видели правильно ситуацию или вы неправильно видели человека. Какое же продолжение следует? Чего же ждать, мои дорогие? Ну, наверное, в декабре точно для вас какая-то пауза, отдых, а для кого-то завершение выздоровления. Ну, себя не торопим, это факт. Вы здесь что-то будете еще передумывать, потому что перед тем, как вы, может быть, ринетесь вперед или настроитесь на что-то в будущем, здесь не нужно себя как и тормошить, а может быть, правильно оценить, мои дорогие, обстановку, и по четверке воздуха или мечей мы приводим мысли в порядок и складываем оружие. Но, может быть, не отказаться загодя от того, что вы не успели рассмотреть со всех сторон. Допускать, что жизнь вам будет давать альтернативные варианты. И не сказать, нет, этого не будет никогда, потому что никогда так не было. А вот наоборот, для вас рассматривать даже то, от чего вы вчера, возможно, отказывались. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.